Привет, гильдия! В этом видео мы выполним задание мира под названием «В горах». Растопите все замерзшие фрагменты. Видео будет с полным прохождением, поэтому в описании будут подробно прописаны все тайм-коды, чтобы вы могли сразу начать с того места, где вы остановились. Ну, а мы начинаем. Задание мы получаем у Юйся. Нажимаем «Отслеживать». И отправляемся. Да-да-да-да-да-да. Главное подобрать грамотно музычку, чтобы вот эти примерно полчаса прошли с комфортом. Да. Как вы видите, у меня вообще ничего не открыто, то есть я на тех же условиях. Да-да. Текс. Сейчас по пути еще и залутаемся. Покеда. Нам не до вас. Нам нужно делать задание. Таратам, татам. Так, нажмите У для подробнее узнать о лютом холоде. Все, узнали. Поехали. По пути буду еще объяснять все мелкие нюансы, которые вам пригодятся при прохождении. Так, добегая до первого места, где нам нужно исследовать странный лед, активируем точку телепорта. И здесь нам нужны вот такие агаты. То, что вам нужно знать. Взяв агат и ударив по самой глыбе, то есть вот по вот этой, на него упадет лед. И он не зареспавнится, пока мы не растопим полностью. Но в случае, если мы берем агат и, скажем, используем его не так, а в бою, потому что наносит он урона достаточно много, он через несколько секунд появится вновь. То есть не волнуйтесь. Поднимать его, чтобы сражаться с противником, нужно и можно. Ай, надо победять его. Вот, видите, он уже у нас заново появился. То есть можно брать его и опять лупасить их. И мне надо еще и поаккуратнее. Я-то играю без хилов. Так. Тут мы просто с бугаем разделаемся, чтобы он нас не отвлекал и не мешал. О, морковка. Так. Забираем агат. Второй. И также лупасим по вот этому кристаллику. Идем за следующим. Так, третий агат у нас будет прям за ним. Здесь ничего сложного. Мобов бить не обязательно, поэтому можно сразу бежать к четвертому. Четвертый находится у нас вон там, где хирлики. Крио-бабульки с палками. Кто угадает, откуда музыка, точнее, музыка какого региона сейчас играет, тому лайк в камеру. Плюсик. Так. Да-да-да. И первый фрагмент мы растопили. Эх, эпично выглядит. Вот эти штуки, тоже агаты, которые необходимы будут для возвышения дерева, собирайте сразу, как только видите, чтобы не пропускать. Награды за возвышение довольно-таки сочные, поэтому не пропускайте их. Так, разблокировали дерево. Пайман сейчас нам по ушам поездит. И сразу забираем агат. Там. Заодно сейчас я проверю, сколько мы агатов получим именно за прохождение. Так, идем дальше. Теперь нам необходимо подняться в пещеру. Но мы сначала активируем башню Архонта. Та-та-та-та. Потому что я заметил, что у многих тоже возникают вопросы, как это сделать. Оп, харек. Оп, нет харька.
Привет, пацаны. Пока, пацаны. Так, нам нужно еще выше подняться. Все выше, выше, выше. Так, вот, все, теперь вот здесь поднимаемся. Кстати, подняв вот этот агат, мы останавливаем, либо вообще отогреваем уровень заморозки, который у вас над ХП. То есть перемещаться с ним тоже очень полезно, чтобы вы не замерзали. Ну и в бою, как всегда, он ой, как может пригодиться. Там внизу тоже агатик. Можете активировать и вниз спуститься. Но мы сейчас делаем строго по заданию, поэтому идем дальше. Так, здесь тоже обогревашку включим. Вот эти колонны, они по радиусу греют. Просто подходим, активируем и отогреваемся. Так, доводим фею. Возле феи можно перемещаться, тоже перестанете мерзнуть. Они отогревают. Еще как вариант можно скрафтить бутылочку. Ну, такое себе, если честно. Так, фейку довели. Теперь, чтобы разблокировать башню архонтов от льда, нужно взять вот этот агат. И фигануть по башне. Все. Так. Можно активировать. Какое боя? На меня до сих пор мобы висят. Но они шальные. Ты посмотри, а? Они не скидываются. А какие мобы? О, скинулись. Как я только пошел к ним воевать, они скинулись. Надо было их все-таки кокнуть. Чтоб неповадно было. Так. Пока вы поднимаете агат, время у него ограничено. Какое количество именно, я не знаю. Точнее, не помню. Или не знаю. Поэтому берем заново. Хотя лед мы уже растопили. Так. Но если вы его все-таки использовали, он зареспавнится через пару секунд. И вы можете взять его обратно. Башню архонтов мы активировали. Она нам, ой, как пригодится. И следуем дальше по заданию. Теперь нам необходимо отправиться вот сюда, в пещеру. Чтобы вернуться потом на самое начало. Такое вот задание. Так, добегаем до метки. Почти. И нас просят вернуться. Так. А вот уже после этого начнется самое интересное. Так, побалакаем немножко. Сейчас она нам пару подсказок даст. Ох, хорошо это не Инадзума, а то б я запарился сейчас диалоги скипать. В общем, теперь идем дальше. Второе место, где нужно растопить. От башни архонтов, так как у нас телепорты еще не активированы. Но если у вас активированы, то пользуйтесь ими. Так, нам нужно отправиться прямо в центр горы. В самый низ. Проще всего это сделать как раз таки вот здесь. Та-да-дам. Заодно сундук соберем. Вон еще агат. Можете его собрать. Чтобы потом не возвращаться. Ах, не люблю, когда они так скачат. Серферы. Так. Обогревашку. И уже вот посюда забегаем внутрь. Теперь наша задача просто сигануть вниз. Можно игнорить вообще всех и вся. Так. Ну, здесь еще агатик можно взять. Здесь первым делом, ребята, нужно будет отвести фей. Потому что потом нас ждет бой с хиличурлами и магами. Чтобы у нас появился доступ к кристаллику. Потому что он под защитой. А так как это затянется, чтобы мы не замерзли и не откинулись,
надо довести феи. Всего их будет 3 штучки. И сейчас заодно покажу, как вам находить фей, если вы не знаете, где они расположены. Ну, точнее, будет небольшая подсказка. Направление. Так, первая фея есть. Чтобы понять, куда нам следует бежать и искать, где нам фею, подходите вот к этой башенке, если вы ее нашли, и нажимаете чувство стихий. От нее будет такой след. Это направление, где находится фея. То есть она где-то вон там за скалой. Та-та-та. То есть где-то вот здесь. И вот она. И заодно запоминаем, где у нас находятся агаты. Они нам пригодятся для того, чтобы растопить. А феи у нас как раз расположены в тех местах, где агаты. Так. Доводим ее. Мерзнуть ведь нехорошо. Еще вон там подо льдом у нас есть агатик. Так, и побежали за третий. Можно этот шаг пропустить, если вы уже достаточно вкачанные. То есть вы способны победить и пройти испытания, не потеряв персонажей. Ну, либо потеряв, но неважно. Ну, а чтобы прям точно, лучше все-таки греться. Вот она у нас фейка. Прям вовремя я ее нашел, потому что у меня как раз был уровень уже заморозки. Потом будет замерзать экран и начнет отниматься хп. ХП отнимается в процентном соотношении, поэтому тут не важно. Дедом вы играете, у которого 60 тысяч хп, либо же нет. Ну, хотя дед поживет подольше. Так. С феями мы закончили. Теперь бояться за то, что мы замерзнем, не стоит. Следующий этап — это активировать механизм и пройти испытания. Нужно будет сражаться с мобами. Начнем. Как вариант, можете использовать агаты. Они вам ой как помогут в плане нанесения урона. Наносят они довольно весомый урон противнику, поэтому использовать их нужно. Еще и на нас льдышки падают постоянно. Заговор. Так. Разделаемся с этим. Третья точка. Именно куку, чтоб поигрались. Так, и теперь у нас остались маги. Пока они будут агриться на куку, мы займемся ими. И с помощью агаты еще можно. Прям моментально ломает щиты. Так. Сейчас мы еще возьмем агатик. Чтобы уж точно успеть. Хотя у нас времени еще вагон. Все. Осталось наказать. Испытание мы успешно выполнили. Получили сундук. В нем будет тоже агат, получается. Вот. И вот здесь еще один. И теперь у нас снял барьер с кристаллика, который нужно растопить. Поэтому берем агаты. Алый кварц. Получается, это у нас алый кварц, а там агаты. Надо запомнить. А то не по мне все агаты. Так. Один есть. Второй у нас тоже поблизости. А оставшиеся два у нас расположены там, где у нас были феи. Так что бежим к ним. Там. Так, ну начнем с этого.
Плюс вот с этими деревяхами есть скрытое достижение, ребята. Все их местоположения есть на канале видео. Называется достижение... Неоправданные усилия, по-моему. Что-то в этом роде. Ну, у нас есть целый плейлист со скрытыми достижениями. В описании ссылка на него есть. Да, и в принципе на все рубрики там есть в описании ссылочки. Так что советую взглянуть. Особенно, когда не хватает камней истока. Прям самое оно. Так. Там уже почти 100 видео. Ну, на момент записи вот этого прохождения там почти 100 видео есть. Так, быстрее, 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 пока мы не окочурились от холода. Все. У меня доходит шкала почти до максимума. Но из-за агата она дальше не идет. Но сейчас я растоплю и начну мерзнуть. А нам это не надо. Так, оттаяли. Все, запускаем второй фрагмент. И можно будет отправляться к третьему. Там-там. Пам-пам-пам-пам. Отлично. Третий у нас будет расположен под вот этой ареной. Так, поэтому, как вам ближе и быстрее к нему попасть? Пам-пам-пам-пам. Ох, ну, наверное, вот отсюда. Ну, а если у вас активированы телепорты, вам еще будет проще. Так, сразу можно сделать вот так. На вот этот телепорт и отслеживать. Чтобы не потеряться в горах. Так. Надо выучить анекдоты. Вот для таких моментов. Том-том. Точно лишние не будут. Может, наконец-то перестанете перематывать. Хотя, если честно, я бы тоже перематывал. Так. Почти. Так. Надо обогнуть эту гору. Проще, наверное, будет ее обойти. Хотя... Заодно по пути покажу еще агат. Он находится вот здесь. Кварц находится вон там внизу. Вон там. То есть его берем, забегаем быстро в гору, растапливаем лед и забираем. Так, я уже почти на месте. Так. Хотя нафиг анекдоты. Я по пути могу очень много полезного рассказать. Это еще одна причина не перематывать. Так, ладно, активируем. Ну, чтобы мало ли. Потому что бой сейчас будет прям таки серьезный. Не факт, что вы прямо пройдете с первого раза. Все зависит от прокачки ваших персонажей. Здесь у нас уже монументы активированы. Потом они будут по одному появляться рандомным образом. Но начинаем проходить вот эту головоломочку. Просто подходим к фейке. Нажимаем активировать. И она сейчас покажет правильный маршрут активации колонн. Нам понадобится крио персонаж. Сейчас 1, 2, 3, 4 и 5. Там. Так, ждем, когда снимется барьер. А он снимется, когда она вернется. Шикарно. И начинаем активировать. Первое. Потом получается вот это. Затем у нас вот это. Слева от центральной. И центральная. Отлично. Сундук у нас есть. Угу. И задание не продолжится, пока я не заберу сундук, да? И фея в подлет убежала. Ладно. Забираем сундучок. Начинается метель. То есть сейчас мы мерзнуть будем еще быстрее. И активируются вот эти роботы. Следите, ребята, вот за вот этими штуками. Они появляются рандомно в различных частях. То есть воевать лучше вблизь их.
Вот это Кэй прилетело, конечно. 剑如雨下。 Так, 伯爵出击！ но они еще не настолько страшны. Дальше будет еще веселее. Также можно с помощью лучника их вырубить. Если попаду, конечно. Так, надо бы погреться. Вот, вы видите? Сейчас здесь активировалось. Хедшот. Еще. 你没有退路了。 Так, отлично. С этими двумя мы расправились. Сейчас начнется хардкор. Его вырубать можно только когда он открывается. То есть вот сейчас можно центральный глаз было ему выбить. Но лучше и проще это делать, когда он прям шмаляет лазером таким. 可别上瘾哦。 Так, я опять замерзаю. Надо погреться. Вот сейчас. Он опять закрылся. Ой-ой-ой. Стою возле сферы и даже не замечаю. Так. Вырубили ему молотилку. 真是急性子。 剑如雨下。 И надо его прям скоренько добить. Так, отлично. Расправившись с третьим молотильщиком, лед проламывается, и наша задача сейчас спуститься вниз. Так. Здесь. Чтобы снять ворота, точнее их открыть, так как там находится еще один агат, нам нужно будет довести фей. Их будет две. Одна у нас сразу была, это вот, которая нам помогала, и вторая у нас где-то замороженная валяется. О, это Харюк, это не то. Ладно, доведем сначала первую фею. То есть вот такие глыбы можно обычным пиро растапливать. И где-то в них у нас тусуется фейка. Честно, не помню, она всегда в одном месте находится, или она у нас появляется где хочет. О, все, нашли. Факела зажигаем, чтобы не мерзнуть. И нам теперь нужно ее довести. Вот эти плитки, ребята, нужны для скрытого задания в горах. Там вы получите меч неплохой для Рейзера. Видео про вот эти таблички, их расположение и как получить тоже есть на канале. Ссылочку, как всегда, найдете в описании. Так, а мы пока доводим фею. Та-дам, та-да-дам. Тут также агатик. Так, отлично. Здесь можно залутать сундучки. Также вот этот чувачочек, который нам нужен для скрытого достижения. Бесполезное усилие достижения называется. Все, я вспомнил. Так, поднимаем кварц. И идем растапливать третий фрагмент. Том-том-том-том. Так, первый у нас взят. Второй прям рядышком. Повторяем процедуру. Третий у нас справа находится. И четвертый будет за. Вон он. Чуть дальше. Так. Та-дам. Шикарно. Третий фрагмент оттаял. И можно его запускать в космос. Та-дам-дам, та-дам. Все-таки Михуё умеют красиво делать игру. Тут трудно спорить. Да, отлично. Следующий этап у нас. Найдите путь к вершине горы. Убивать вот этих дядек не обязательно. Так что мы их оставим на десерт. Возвращаемся к башне архонтов. Там-там-там. Заодно и отхилимся. И теперь шуруем
в то место, где был сильный ветер. И из-за которого мы не могли пройти. Сейчас его нет. Так как мы все фрагменты растопили. И поднимаемся выше. Пам-пам-пам-пам-пам. По пути еще, наверное, с мобами повоюем. Чтобы было веселее. Отлично. Я замерз, а он утонул. А вот и бонифик. Да ты что делаешь? У меня стамина сейчас закончится. Тут как бы будет грустненько. Так, отлично. Прямо вот. Еще немножко и капец. Вот еще один лосагат. Так, мобов мы, наверное, пропустим. И пойдем дальше. Вот этого скинем, чтобы он не мешался, а он сам спрыгнул. Так, поднимаем вот эту штукенцию. И нам нужно подняться выше. Фея нас проведет. Куда именно нам необходимо. Можно взлететь, можно по вот сосульке. Но лучше их брать с собой до третьей штучки. Там нужно будет как раз таки взлететь. Вот здесь. Активируется поток. И мы на нем прекрасненько так поднимаемся. И продолжаем следовать за феей. Та-та-там. Так. Тут даже обогревашка уже включена. Там. А, внимание, вопрос. Все-таки это кусок Селестии. И почему он здесь? Так. Все, доводим фею уже до конца. И теперь нужно растопить еще раз все фрагменты, которые мы сюда отправили. Растапливать их будем тоже с помощью кварца. Но сперва активируем телепорт. Чтобы нам не пробегать, если нас все-таки снесут. Так, избавляемся от железяка. Лутаем сундучок. Ох, тут еще один. Опа, а он еще и статус себе скидывает. Вот железяка офигевшая. Так, агат? Нет, нас не пускает. Потому что здесь еще железяка. То есть сначала нужно с ними расправиться, понял? Все, расправившись с ними, можно идти за кварцем. Поднимаем его. И теперь нужен лучник. Берем лучника. Целимся. Вот в наши осколочки. Первый есть. Поднимаемся выше. То есть вот по такой системе мы растопим все 3 фрагмента. Затем их нужно будет активировать. И можно сказать, что квест будет почти завершен. Следующий у нас будет находиться вон там, за аркой. Но там предстоит бой. Если у вас отряды не вкачаны, то советую это проходить в кооперативном режиме. Просто я-то персонажей знаю, как вкачивать, поэтому у меня все гладенько и четенько идет. Так, здесь нам нужно разделаться с этим дядькой. Так, стой ровно. Если замерзаете, просто спуститесь к той штучке, колонии, которая вас греет. Все будет шоколадно. Сейчас мы только броню снимем и разберемся с дядькой. Вот. Я уже замерзаю. То есть просто вот сюда спускаешься и отогреваешься. Использовать Барбару не рекомендую, потому что он вас будет замораживать. В принципе, даже отсюда можно снять ему щит. Главное, чтобы он нас вниз не скинул. Так, отлично. Он обиделся. И да, он зареспавнился. Ладно, значит, будем делать быстрее. Слушайте, даже у меня возникают сложности. Так что да, я рекомендую делать это в коопе.
Что-то щит ему долго снимать. И он почти мне Эмбер снес. Все, теперь пора его мутузить. Как только мы снимаем ему щит, появляются мобы, которые ему пытаются помочь. 兔伯爵是刺， Так, ладушки. Получили скрытую достягу. Замерзли потому что. Иногда все же полезно. Так, все, разделались с ними. И у нас снимается барьер. Можно довести фею. Она нам, кстати, покажет, куда нужно лезть. Но нас интересует кварц. Берем его. Затем идем растапливать третий фрагмент. Резаем нашего лучника. И вот... второй фрагмент сейчас. Да. Так, по той же схеме целимся и стреляем в него. Все, второй фрагмент тоже растоплен. Дальше нам нужно подняться практически на самый верх. Та-да-дам, та-дам. Так, фею доводить не обязательно, но желательно, чтобы по пути вы не замерзли. Потому что возле нее вы не мерзнете. Так. Залезвшись. В общем, когда залезете, вам понадобится анема персонаж. У меня он в этой роли выступает ГГ, так что нет проблем. Если вы и не играете за анема, ставьте его в отряд и активируйте монумент. Появится ветряной поток, и с помощью него мы уже отправляемся к третьему кварцу, с помощью которого и растопим. Так. Отличненько. Убираем мобов, чтобы они нам не мешали. Берем кварц. И также лучником можно прям отсюда. Все-таки я тогда растопил третий фрагмент. В общем, растапливаем оставшийся. После того, как растопите, нам нужно активировать все эти сферки. Прямо отсюда, пока я до талого не замерз. Ну, хп мне хватит. Сверху аккуратненько. От одного прыгаем ко второму. Также, если один персонаж уже на исходе по хп, можете просто переключиться на другого. Так. Вторую тоже активировали. И активируем третью. И идем отогреваться, пока колонна собирается. Все. Не зря я в детстве в Лего играл. Так. Ну а дальше у нас останется, в принципе, забрать все плюшки, открыть подземелье. И красавчики. И еще пока не забыл. По пути, которым мы сейчас поднимались за третьим кварцем, поднимитесь еще выше, там тоже будет анема монумент. Его активировав, будет поток. С помощью него поднимаетесь выше, и нужно залезть на этот пик. Там будет один агат. И плюс вы получите еще скрытое достижение. Исследуйте область подо льдом. Чики-пуни. То есть забирайте все награды. Они хотели сказать. Ну хотя по заданию нам нужно сейчас будет просто подземку активировать. Ну сундуки же. Искатель приключений сундуки не пропустит. Так. А вот уже залутавшись. Даже не подземку. Нам нужно вот этот роскошный сундук открыть. Понял. Сейчас заодно активируем подземелье. Так как оно у нас еще как телепорт работает. Здесь у нас по артефактам гидра и криосеты. Крио очень эффективны. Советую. Так. Чтобы дубу не дать, можно факел поджечь. Забираем сундучок.
200 тысяч моры и агат. Теперь возвращаемся к Юйсу. И нужно сдать задание. Та-да-да. Та-да-да. Да-да-да. И, судя по последнему вопросу, диалоги вы скипаете хлеще меня, да? Все. Надеюсь, ребята, видео было полезным. Желательно еще и интересным. А у меня на этом пока все. Всех обнял. И до встречи в следующих видео. С вами был Дед, ваш гид по игре Genshin Impact. Пока-пока.